Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы делаем мини-проект эмоджи-генератор. Как он должен работать? Я буду вот в это поле ввода вводить какую-то цифру в диапазоне от 1 до 15, например, 6. Далее кликаю по кнопке. У меня появилось 6 вот таких смайликов. Если же я открою Select и выберу другой смайлик, например, вот этот, и кликну еще раз, то добавится ниже 6 других. Например, поменяю цифру на 8 и выберу вот такой смайлик. Отлично. Значит, наша задача сделать такой несложный генератор смайликов, при котором, когда я буду кликать на кнопки, будет генерироваться столько смайликов, сколько я вписал в это поле ввода. И смайлики будут иметь вот такую форму. Ну, по факту, тот, который я выбрал в этом селекте. Все эти смайлики должны добавляться как история, ну, вот сюда, визуально. Наше решение начинаем с того, что мы изначально продумаем логику. Первая логика, которую мы думаем, это то, а какой цикл нам нужен. Получается, нам нужен цикл, который будет работать от 1 до той цифры, которую я буду вписывать в это поле ввода. Хорошо. Перейду в наш JS, у вас будет примерно такой же, в котором сразу же сделаю наш цикл. Он будет работать от 1 и до того, что ввел пользователь. Это до переменной v. С логикой работы i++. v — это вот эта переменная, по факту это value инпута. Окей. Следующий наш этап. Нам нужно сделать корзинку, куда я буду выводить, ну и закидывать каждую итерацию, каждый вызов нашего цикла. Это у нас res, и ниже после цикла я этот res буду выводить в дивчик. Пока что пишу вот так. Что нам нужно сделать дальше? Если мы уже сделали рабочий цикл, то нам нужно генерировать столько смайликов, сколько раз отрабатывает наш цикл. Окей, что я тогда сделаю? Я в самом цикле возьму нашу переменную res и буду в нее закидывать переменную s, смайлик, вот эту вот. В ней лежит то, что пользователь выбрал в нашем селекте. После того, как я прописал вот эту строчку, я бы хотел сразу проверить, как это работает на данный момент. 4 смайлика, отлично. Пишу 7. Если впишу что-то еще, ну, оно будет пока что работать не так, как нам нужно, но то, что оно хотя бы уже выводит, это отлично. Также, когда вы будете решать, у вас будет возникать много разных ошибок, но они как бы возникают просто потому, что вы еще не дописали, вы еще не продумали до конца логику. Нам нужно в голове правильно разделять, что мы сейчас делаем. Например, сейчас я хочу сделать так, чтобы смайлики стали больше, ну, более привлекательными. Я понимаю, что если присмотреться, то нам по логике нужно сделать так, чтобы они добавлялись, и у нас была какая-то история того, что я водил. Но я пока что этого не делаю, потому что я осознанно хочу сделать сначала одну задачу, то есть увеличить наши смайлики, сделать их более привлекательными, а только потом буду переходить к следующей. Также, когда и вы будете решать, ну, задач много, там сразу штук 7 и 8, и одновременно все 7 и 8 вы сделать не можете. Вы будете видеть ошибки, конечно же, просто потому что вы код не дописали. И вам нужно это в голове будет разбивать на разные подэтапы, подзадачки. Окей. В этой задаче нам нужно было по условию все смайлики закидывать вот в такой дивчик. И я так и сделаю. Я вот сейчас буду выводить в этот inner.html с помощью шаблонных литералов внутри вот так вот наш res. Немножечко поменяли вывод и протестируем еще раз. 4. Отлично. Ну, увидели, да, сразу визуальный вид стал по-другому уже выглядеть. Впишу 8, по-прежнему тот баг того, что оно перезатирает каждый прошлый вызов.
Если я хочу, чтобы наш ответ накапливался, это я, кстати, уже перехожу к следующему этапу, к следующей подзадачке, то мне нужно будет поменять вот эту запись. Чтобы они накапливались, я поставлю один единственный символ перед равно. И это плюсик. Что было так к старому, добавляй новое. Проверяем. 3 работает, 7 работает. Ну, меняем наши смайлики. Еще раз поменяем и цифру также изменим. Работает прекрасно. Но это не все. По задаче нам нужно сделать еще некое условие. Оно касается того, что все наши смайлики в количестве не должны превышать 15, и их не должно быть меньше, чем 1. Окей. Я добавляю сюда условие, ну то есть if, в котором пропишу так. Наш v должен быть больше 1, и v должен быть меньше равно 15. Теперь мне осталось объединить этих два условия в одно, ну в этом if. Для этого нужно вот сюда поставить специальный оператор. И тут я у вас также спрошу, какой оператор мне сюда поставить, чтобы if отрабатывал только тогда, когда оба условия трушные? Дам вам пару секунд подумать, а потом скажу ответ. Правильный ответ — это оператор и. Вот так вот. Теперь вся вот эта логика, она будет работать внутри if. Можем проверить, как это сейчас функционирует. Я впишу 1. Отлично. 13. Другой смайлик. Отлично. Очень большое число. И ничего не происходит. Ну, это уже лучше. Оно хотя бы их не создало. Наш следующий этап — это выводить ошибку. Ну, показать пользователю, что он ввел цифру в неправильном диапазоне, и это нужно отредактировать. Для этого я добавлю else, потому что именно else должен отрабатывать тогда, когда условие дало false. То есть наше число находится в каком-то неправильном диапазоне. И в else я сделаю так. В наш out выведи вот это. Только ошибочку я напишу правильную, там от 1 до 15. Также и здесь. Этой строчки у вас тоже тут не будет, в этих двух. Вы их можете взять с моего сайта. Скопировать, поставить, а потом использовать для задачи. Проверяем, как это работает. Я вписываю 4, 9, другой смайлик, какое-то большое число, а ошибка, вот она, вылетела. Какое-то очень маленькое число. Отлично, работает. Вот мы и добавили обработку ошибок. Это уже на самом деле полноценный ответ по задаче, но чтобы немножечко развивать наши знания, я пробую чуть-чуть усовершенствовать вывод. Для этого я в ошибке сделаю чуть больше логики. Первое. Использую шаблонные литералы. И в самом конце, вот тут вот, сделаю дужки, и в них напишу специальный синтаксис и поставлю такую переменную, как v. Если вы помните, v — это то число, которое пользователь вписал в поле ввода. В данный момент ошибки стали обрабатываться чуть лучше. Почему? Потому что если я сейчас впишу какое-то очень большое число, при клике я увижу ошибку и также, видите, то число, которое я вписал. Чтобы пользователь понимал, почему это число дало ошибку, и оно ж не входит в этот диапазон наш. Если же я поменяю, напишу другое число, вижу другое. Какое-то отрицательное, также вижу отрицательное. В нормальном диапазоне работает прекрасно. Вот мы с помощью шаблонных литералов так просто смогли усовершенствовать вывод нашей ошибки. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда, в описании под видео.